Это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео мы поговорим о том, почему важно понимать первичные мотивы своих действий. Вообще, сначала нужно поговорить о типах потребностей. Типы потребностей можно разделить на те, от которых зависит выживание, и потребности, сформированные социокультурной средой. Допустим, человек без дыхания может прожить 5-7 минут, без воды от 3 до 7 дней, без еды до нескольких недель. И это все варьируется в зависимости от совокупности определенных условий, да, то есть от температуры окружающей среды и так далее. Но в любом случае это является потребностями, без удовлетворения которых невозможно продолжение жизни. Но живя в социокультурной среде, человек испытывает на себе факторы влияния других людей, которые создают у него другие виды потребностей, которые культивируются самой социальной средой. Это происходит начиная с рождения, и человек испытывает это влияние уже только потому, что те же его родители сами являются продуктами этой среды, а сами родители — это те первые люди, с которыми новый человек контактирует. И его родители тоже как продукты среды существуют в том виде, потому что они приняли стандарты этой среды как норму. И они бессознательно будут передавать модели поведения, соответствующие этим культурным стандартам, своим детям. Я заметил, что, например, в религиозных семьях родители приобщают своих детей к религии. И я считаю, что такие родители в этом случае совершают по отношению к своим детям преступление, потому что они пользуются отсутствием у них сознательности и приобщая их к религии без возможности собственного осмысления детьми подобного акта по отношению к ним. А родители тем самым делают из своих детей интеллектуальных инвалидов, которые в дальнейшем могут стать рабами религии как разновидности госидеологии. И зачастую такой религиозной индоктринации со стороны родителей по отношению к своим детям подменяется наличие даже элементарных базовых благ. То есть в их семейной жизни может царить атмосфера пренебрежения друг другом, но объединяющим фактором являться исключительно религиозное воззрение. Это создает патологическую среду для ребенка, и он непременно становится втянутым своими же родителями в госидеологию, потому что религия всегда обслуживает и будет обслуживать идеологический режим. На таком простом примере показано то, как могут формироваться потребности человека социокультурной средой, начиная с его несознательного возраста. В случае, если человек по мере своего взросления не начинает подвергать собственному осмыслению воздействия на него среды, которые раньше он в силу своего несознательного возраста не мог осмыслить. Если он не развивался в своем мышлении до способности самостоятельного осмысления влияния на него окружения, то религия для него может стать некой потребностью и таким идейным пристанищем. То есть он будет объяснять то, что происходит с ним, некой волей Божией, хотя за так называемой волей Божией всегда стоит идеологический режим. Конечно же, я не говорю о том, что существует какая-то правильная среда, в которой человек рождается и в дальнейшем развивается. Человек обусловлен своей средой, и у него есть шанс при помощи своего мышления рассмотреть эту свою обусловленность ей. Я не говорю о таком рассмотрении, как о некой обязанности, я говорю об этом как о следствии, так скажем, на пути своей индивидуальной эволюции, когда человек не идет за стадом, а осмысливает свое положение в нем. Зависимость от образа как стимул
образующий потребность. Люди, живущие стандартами социокультурной среды, становятся зависимыми от соответствия образу, который создается на основе этих стандартов. В их голове, например, есть вот некие экстремалы, которые создают свои YouTube-каналы, чтобы выкладывать там свои видео с экстремальными действиями. Например, это могут быть мотоциклисты на шоссейных мотоциклах, либо же какие-нибудь бодибилдеры. То есть это все люди, которые зависят от своего экстремального образа. Те же самые мотоциклисты собирают вокруг своих видео большую аудиторию, и в погоне за все более массовой реакцией пользователей в Ютубе они подвергают себя все более рискованным действиям уже только ради этой реакции аудитории. Но не потому, что они испытывают потребность в таком действии, как таковом. То есть экстремал путает свою реальную жизнь, которую он на самом деле может легко потерять, стараясь привлечь внимание аудитории своими действиями, со своей собственной жизнью в интернете, в котором все измеряется по сути пикселями на экране. То есть люди, принимающие без осмысления стандарты массовой культуры, становятся заложниками образа, который предполагает такие стандарты. Такой человек вынужден постоянно поддерживать этот образ, чтобы поддерживать в своем организме коктейль из определенных видов гормонов, всплеск которых он испытывает при своей реакции на реакцию, опять же, своей аудитории. То есть такой человек обуславливает себя реакцией других людей, завися от их одобрительной реакции и рискуя своей жизнью ради такой реакции. И неудивительно, что каждый год такие мотоэкстремалы гибнут в больших количествах, потому что они зависят от своего экстремального образа, с которым они себя идентифицировали среди своей интернет-аудитории. Просто в эпоху общедоступного интернета он стал своего рода альтернативой реальности настоящей. Все, на что раньше уходили силы на реальное взаимодействие с другими людьми, теперь осуществляется посредством общения в соцсетях, а свои потребности, такие как еда, одежда, электроника и другие товары, человек может приобретать, не выходя из дома. Как социокультурная среда прививает свои стандарты, формирующие потребности. Например, я часто вижу заголовки в Ютубе вроде «Как стать богатым». Вообще, мне кажется, что человек, если он задается подобным вопросом, то это является просто следствием того, что он стал жертвой некой пропаганды. Непонятно, по каким критериям оценивается богатство, и самое главное, зачем быть богатым с точки зрения кого-то, что-то за цель такая стать богатым, ведь богатым может стать, допустим, благодаря своему интеллекту, да, это смог сделать вот такой человек, как Билл Гейтс, или богатым может стать чинуша из какого-нибудь городка, занимающийся распределением бюджетных средств, или таможенник, который пропускает какой-нибудь груз за определенную мзду. Но с становлением интернета общедоступным появилось множество так называемых бизнес-тренеров, которые учат других становиться миллионерами. При том, что сами эти так называемые бизнес-тренеры никогда этим бизнесом не занимались, если, конечно, не считать их деятельность по обучению других тому, как стать миллионерами бизнесом. Так вот, подобная индустрия обучения бизнесу торгует образом так называемого успешного человека, который окружен различными атрибутами богатой жизни. И якобы то, что если человек окружен такими атрибутами, то это и есть смысл всех человеческих устремлений.
И люди, ставшие жертвами бизнес-тренеров, находят для себя смысл жизни в том, чтобы соответствовать образу успешного человека. То есть на этом примере видно, как у человека создается искусственная потребность быть каким-то успешным только потому, что он услышал это в интернете. Возможно, ища для себя осмысленность в чем-либо другом. То есть он начинает воспринимать потребность, вызванную средой, как свою собственную потребность. И бизнес-тренеры продают не знание о бизнесе, они продают образ так называемого успешного человека, смысл существования которого состоит в способности потреблять некие вещи, являющиеся его постоянными атрибутами, которыми он красуется перед другими людьми. И становление интернета общедоступным позволило множеству людей учить других тому, чем они никогда сами не занимались. В тех же самых 90-х годах люди несли свои честно и нечестно заработанные деньги в так называемое МММ, считая, что они могут таким образом легко обогатиться. Но большинство из них лишились этих денег, поверив в скорое обогащение. То есть человек, смотрящий на так называемого бизнес-тренера, как на некоего гуру, который обещает сделать из него миллионера, это все тот же самый человек, который отдавал свои деньги в МММ. Вернее, это тот же самый тип человека и те же самые его мотивы. Это человек, желающий списать то, что происходит с ним, на красивую историю о том, что он недостаточно продуктивен и что он недостаточно отдал денег какому-то бизнес-тренеру или там какому-нибудь психологу. Он думает, что тратя деньги на некую сомнительную услугу, он по умолчанию приобретает что-то полезное, потому что упаковка этой услуги внушила ему некое представление о том, что он может стать таким же, как образ, который эти деятели, по сути, рекламируют. То есть пассивность такого потребителя заключается в том, что он ничего не хочет предпринимать для изменения в сферах своей реальной жизни. Он следует образу какого-то вымышленного успешного человека, но не своим настоящим потребностям, не обусловленным средой. И в большом количестве случаев к формированию потребностей у человека причастны так называемые сферы так называемого инфобизнеса, вроде той же самой психологии или тех же самых так называемых бизнес-тренеров, никогда не занимавшихся бизнесом. То есть все эти сферы инфобизнеса обучают не чему-то реальному, они лишь продают образ некоего успешного человека, адаптированного под вымышленные стандарты, которых в природе не существует. То есть эти сферы являются в чистом виде инфобизнесом по отношению к самим себе, так как информация, направленная на торговлю образом успешного и счастливого человека, это и есть их бизнес. И их бизнес — это заработок на людях, которые рефлекторно жаждут оправдать свою пассивность по отношению к самим себе верой в красивую историю о том, как стать успешным. То есть психология и тот же самый вот этот вот бизнес-тренинговая деятельность в контексте современных средств передачи информации стала для многих наживкой, средством для ложного самоуспокоения через списание причин своей собственной пассивности по отношению к самому себе на некую мифическую компетенцию психологов и бизнес-тренеров, которые якобы знают, что нужно делать в той или иной ситуации, но при этом не являясь специалистами в чем бы то ни было. Почему важно понимать свои первичные мотивы своих потребностей? На самом деле очень важно понимать первичные причины своих потребностей, потому что если ты будешь объяснять причины своего действия причинами, представления которых создано у тебя культурной средой, то ты в том или ином виде проиграешь. Например, если взять гендерные отношения, то многие люди объясняют это некой любовью, представление которой имеет культурологические причины. И эти причины
заключаются именно в информационной обработке человека. Телевидение, радио, газеты — это то, через что раньше формировалось общественное мнение. Сейчас общественное мнение формируется через интернет. Так вот, что касается так называемой межгендерной любви, то важно понимать, чем она обусловлена. Она обусловлена репродуктивной программой и ничем более. Человеческий вид, равно как любой другой вид, не сохранялся бы, если бы люди не испытывали к особям противоположного пола сильное инстинктивное влечение. Именно это сильное влечение и побуждает людей вступать в половую связь, биологической целью которой является репродукция новых человеческих особей. Но человек, испытывающий такое влечение, описывает это культурологическими категориями, сформированными в нем средой. Если бы не фильмы, музыка и другие виды массового искусства, то человек ничего не знал бы ни о какой любви. Но этот надежно сидящий в человеческой голове идейный шаблон не дает ему возможности рассмотреть свои мотивы здраво, так как только нагоняют тумана в его голову. Спасибо за внимание.